Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я хочу предложить вам посмотреть, как я вязала такие чудесные кеды. Спелая вишня, цвет и белые ниточки. Вязала я их из Yarnart Jeans, 160 метров в 50 граммах, 55 хлопок, 45 акрил. Вязала я крючком 1,75. Кстати, я поменяла крючок. Я всегда вязала крючком 1,9. Но сейчас я связала крючком 1,75. У меня старый, потертый, не обращайте внимания. У меня получилась более плотная подошва. И сами пинеточки более плотные. Мне понравилось больше. Наверное, теперь я буду вязать этим крючком. Длина подошвы у меня получилась 10 сантиметров. Естественно, за счет того, что я вязала более тонким крючком, у меня получилось больше петель. Подошва у меня получилась на 74 петли. У меня никогда такой большой подошвы не было. Всегда максимум 72 петли. И бортик. Когда я вязала бортик, обычно мне хватало для того, чтобы связать высоту бортика 2 сантиметра, мне хватало 4 рядов. Но в данном случае, из-за того, что крючок более тонкий, я вязала 5 рядов. Ну, а в основном все как всегда. Если вам понравилось, приглашаю посмотреть, как я их вязала. Для того, чтобы сократить длительность видео, я с каждым разом все уменьшаю его и уменьшаю. Значит, подошва у меня уже была связана. Как ее вязать? Сейчас появится подсказочка, и внизу под видео я оставлю в инфобоксе информацию, как вязать подошву, потому что многие вяжут свою подошву, которую знают по другой схеме. Это не суть. Можно вязать любую. Потом связала 2 сантиметра бортика. Это тоже каждый знает, как это вяжется. Столбиками без накида. По кругу 2 сантиметра бортика. Первый ряд я вязала за заднюю полупетлю. То есть за заднюю стенку петли. Вот у меня передняя стеночка, ее видно. Вот она осталась. Довязала. Закончила вязание. Теперь ввожу крючок под первую петельку, вытягиваю ниточку, затем с изнанки на лицо вывожу в середину петли последний крючок, подхватываю нитку, протягиваю, и у меня получается петля, которая мало чем отличается от тех петель, которые у меня были до того по периметру. Когда я вязала, заправляю кончик нити. Естественно, вы уже видите, что у меня здесь болтаются маркеры. Это я себе определила размер мыска, вернее количество петель для мыска. У меня общее количество 74 петель. Я взяла для мыска 32 петли. Немного меньше середины, то есть половины количества петель. Теперь начинаем вязать. Мысок у меня будет сегодня немножко не такой, как всегда. Кстати, я еще и поменяла крючок. У меня крючок немножко поменьше. Я вязала 1,9, сейчас взяла крючок 1,75. И вы знаете, мне больше он понравился, более плотная вязка, подошва более плотная, не рыхлая. Наверное, я им и буду вязать. Так, за заднюю стенку ввожу крючок, 3 петли подъема, 2, 3, и потом уже за обе стеночки провязываю, вернее
не провязываю, а незаконченный столбик с накидом, второй столбик незаконченный с накидом, и потом я их провязываю вместе с общей вершиной. И так я провяжу до следующего маркера. Постоянно буду вязать по 2 столбика с накидом с общей вершиной. И только в ту петлю, где у меня сейчас находится маркер, я провяжу одинарный столбик с накидом, точно так же, как впереди. Вот в начале 3 петли подъема у меня заменяют 1 столбик с накидом. Вяжу до маркера столбики с накидом с общей вершиной по 2. Довязала до маркера, снимаю маркер и провязываю столбик с накидом за заднюю часть петли. Провязала. Петля подъема. И теперь я провязываю в каждую петлю столбик без накида. Раз, два. Провязала столбики без накида. 3 петли подъема. Столбик без накида. Теперь я буду провязывать столбики без накида с общей вершиной до конца. Это опять уменьшаю количество петель. И опять 1 петля подъема. Раз, разворачиваю и в обратном направлении вяжу столбиками без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 петли подъема. Разворачиваю, накид, незаконченный столбик с накидом, накид, незаконченный столбик с накидом. Так я провязываю до конца. И теперь все эти столбики с накидом я провязываю с общей вершиной. Все, провязала. Вот у меня теперь так выглядит мысок. Вытягиваю петлю, протягиваю свое вязание через эту петельку, затягиваю. И теперь обвязываю столбиками без накида мысок, который у меня получился. Там, где у меня были столбики с накидом, 2 петли, там, где столбик без накида, 1 петля, и так далее до конца. Обвязала, обрываю, вернее обрезаю нить и начинаю вязать бортик вишневой ниточкой. Нахожу петлю, где я вязала за заднюю стеночку, и у меня свободна передняя стенка, ввожу сюда крючок, петля подъема, сюда же столбик без накида, и столбиками без накида вяжу до противоположного бортика, ввязывая кончики нитки, которые у меня болтаются без дела. На противоположном бортике точно так же нахожу петелечку, вернее свободную половинку петли, в нее провязываю столбик без накида.
воздушная петля, разворачиваюсь, сюда же в первую петлю я провязываю столбик без накида и вяжу в обратном направлении столбиками без накида. Многие скажут, почему я не связала язычок, потому что я буду обвязывать отделочной ниткой, для того, чтобы мне язычок потом не мешал. Я уже его свяжу в дальнейшем, когда полностью свяжу задник. Довязала я 2 ряда бортика. Теперь я буду обвязывать, делать вот такие отделочные полосочки черной ниточкой. Беру черную нить и отсчитываю. Вот моя первая петля начала бортика. И считаю 1, 2, 3. И вот под 3-м рядом я буду начинать отсчет, вернее, начинать вязать, но не с самой первой петли. 1, 2, 3. И вот в 4-ю петлю ввожу крючок, вытягиваю черную нитку и вяжу отделку соединительными петлями. В следующую петлю ввожу. Таким образом я буду вязать до противоположного бортика. И точно так же на 4-й петле от начала я закончу. Итак, отсчитываю от края 1, 2, 3, 4. То есть мне еще 2 петелечки надо сделать. 1, 2. И обрезаю нить. Ниточку обрезала. С изнанки в эту же петлю ввожу крючок и протягиваю кончик наизнанку. Потом я нитки спрячу. Кончики ниток спрячу. Вот что у меня получилось. Кончики я уже спрятала. Теперь я буду провязывать верхнюю полосочку. Начинаю сзади, на заднике, на пяточке. Ввожу крючок. И точно так же, как нижнюю, соединительными петлями прокладываю такую строчку для отделки. Можно взять любой цвет нити, я просто беру более контрастный, тем более в самделишных или настоящих кедах обязательно эти все отделки черные, чтобы максимально приблизить к оригиналу. Я делаю черную отделку. Добралась я до самого интересного на мыске вязания. И вот теперь бы, если бы у меня был здесь язычок, он бы мне здорово мешал. Я уже на своем опыте убедилась, что язычок, связанный до отделки, очень сильно мешает. Ну, так я провяжу по мысочку и закончу на пяточке. Довязала я до начала, вернее до пятки, там где я начинала вязание. Вдела в иголку нитку, кончик обрезала и вдела в иголочку. И теперь под петлю ввожу иглу, подтягиваю и в середину последней петли вывожу иглу наизнанку. У меня получается еще одна петелька. Ну и теперь я просто прячу кончики. Иголочкой вдеваю кончики в ниточку. Под строчку прячу концы.
Протягиваю точно так же, спрячу вторую. Теперь я буду продолжать вязать заднюю часть кедов. Разворачиваюсь, петля подъема, развернулась. Первую петлю я пропускаю, во вторую провязываю столбик без накида, 2 петли, одну петлю пропускаю, в следующую провязываю столбик без накида и вяжу до левого бортика столбиками без накида. Это уже у меня петли для шнуровки. На левом бортике не довязываю 3 петли до конца, 2 воздушные петли, одну петлю пропускаю, в 2 последние я провязываю 2 столбика без накида с общей вершиной, то есть одну петлю вытащила, вторую и потом протянула через них петельку. Получилось 2 столбика с общей вершиной. Петля подъема, под 2 воздушные петли провязываю столбик без накида и дальше по петелькам вяжу до правого бортика. На правом бортике довязала до 2 воздушных петель, которые я провязывала для шнуровки. Ввожу крючок, вытягиваю петлю в последнюю петельку, точно так же ввожу крючок, вытягиваю петлю и провязываю все петли вместе, то есть 2 столбика без накида с общей вершиной. Воздушная петля подъема, разворачиваю вязание, первую петлю пропускаю, со второй начинаю вязать, столбик без накида, 2 воздушные петли. Все повторяется точно так же, как и в предыдущих 2 рядах. Одну петлю пропускаю, со второй начинаю вязать столбики без накида до левого бортика. И таким образом я буду провязывать, пока у меня не образуется 4 петли для шнуровки. Это у меня уже 2 петельки. Сейчас я провяжу на левом бортике, покажу, и потом уже дальше я буду вязать за кадром. Я думаю, что вы все поняли. На левом бортике опять не довязываю 3 петли, 2 воздушные петли, одну пропускаю, во вторую ввожу крючок, вытягиваю петлю, в третью ввожу крючок, вытягиваю петлю, и все 3 петли, которые у меня сейчас на спицах, провязываю, вернее на крючке на спицах. Петля подъема, столбик под 2 воздушные петли и возвращаюсь на правый бортик. И таким образом я провяжу еще 2 петли для шнуровки. То есть повторю все, как я вязала в предыдущих рядах для провязывания петель, точно так же еще 2 раза я повторю. И у меня получится 4. Провязала я 4 петли для шнуровки, то есть весь бортик уже закончила. Теперь мне надо обвязать все это. Вытягиваю нить подлиннее, протягиваю пинетку через петлю и затягиваю. Теперь прокладываю ниточку по бортику. Самая первая петля на бортике, откуда я начинала вязать вишневой ниточкой, прослабляю ниточку, чтобы не стягивала все это вязание мое, и начинаю обвязывать бортик. Первый столбик я провязываю опять-таки в первую петлю, и потом в каждую петелечку провязываю по столбику с накидом, ввязывая одновременно нитку. Вот я дошла до первой петли шнуровочки, в нее я провязываю столбик без накида. Дальше опять вяжу по бортику,
Ввязываю нитку. Вторая петля, точно так же провязываю столбик без накида. Остальные петли вяжу по бортику. Третья петля, столбики не без накида в петлю, по бортику. Вот я довязала до уголка, провязываю в уголок 3 столбика без накида, чтобы развернуть вязание. Четвертую петлю провязываю столбик без накида и вяжу по верхнему ряду до следующего бортика, до левой стороны. Там точно таким же образом я опускаюсь вниз, провязывая в каждую петлю по столбику без накида, и также в петли для шнуровки провязываю столбики без накида. До левой стороны я довязала. В первую верхнюю петлю для шнуровки провязываю столбик без накида. В угловую петельку провязываю 3 столбика без накида, чтобы развернуть вязание. И теперь провязываю вниз. Повторяю точно так же, как и на правом бортике. В каждую петельку провязываю по столбику без накида. В петлю для шнуровки столбик без накида. И так до конца. Закончила. Теперь мне надо проложить вот такую строчку, имитирующую машинную. Для этого я беру белую ниточку, ввожу крючок в самую нижнюю петлю с изнанки на лицо, протягиваю петельку, кончик я сразу же втягиваю в петлю, и потом он у меня подтянется. А в конце я его, конечно, заправлю. И теперь я делаю стежки через петлю, чтобы стежок был покрупнее. Вот одну петлю пропускаю, следующую ввожу крючок, чтобы у меня был более крупный стежок, а не мелкий, совсем незаметный. Одну пропускаю, во вторую ввожу крючок, и вот получаются такие стежки. И так я провязываю до конца. Провязала строчку машинную, сделала таким образом. Теперь я буду вязать язычок. Язычок будет вишневого цвета, из нитки вишневого цвета. И на 17 петлях обвязки мыска, когда я обвязывала столбиками без накида, я провязываю 17 столбиков с накидом. Первая петля, вернее, первый столбик — это 3 воздушные петли подъема. И дальше я вяжу столбики без накида. Всего их у меня получится 17, поскольку у меня при обвязке получилось 17 столбиков на мыске. Провязала 17 столбиков с накидом, петля подъема, разворачиваюсь и сюда же в первую петлю провязываю столбик без накида и дальше вяжу столбики без накида, 17 столбиков без накида. Провязаны 17 столбиков без накида, 3 петли подъема, разворачиваю и вяжу столбики с накидом. То есть первые 3 петли подъема у меня столбик с накидом считается, и всего я вяжу 17 столбиков. И таким образом я провяжу
5 рядов столбиков с накидом, вернее чередуя 5 рядов, ряд столбиков с накидом, ряд столбиков без накида, ряд столбиков с накидом, ряд столбиков без накида, это будет 5 раз, и потом уже 6-й ряд столбиков с накидом я покажу, как я буду вязать, уже заканчивать буду язычок, немножко закруглять его, я покажу, как я это буду делать. Итак, я провязала 5 раз, чередуя ряд столбиков без с накидом, ряд столбиков с накидом и так далее. 5 раз провязала, то есть 10 рядов. Петля подъема. И теперь не в первую петлю, а во вторую я провязываю столбик без накида. Потом 2 полустолбика с накидом. Раз, два. Затем 9 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 8, 'Что ж там такое? И 9. 9 столбиков с накидом. Потом 2 полустолбика с накидом. Раз, два. Теперь получается, я свяжу 2 столбика без накида с общей вершиной. Раз, два. И все 3 петли провязываю вместе. Вытягиваю петлю, обрезаю нить. Все, язычок я закончила. Вот он получился с таким небольшим закруглением. Сейчас прячу кончик и буду вязать шнурочки. Шнурки я буду вязать белые, тоже из Yarnart Jeans. Петелька первая. Затем подхватываю нитку, завожу в рабочую нить и протягиваю через петлю. Раз, два, 2 петли у меня на крючке, я через них протягиваю петельку. Раз, два, 2 петли, через них петелька. Раз, два, петелька. Раз, два, петелька. И так я буду вязать шнурочек нужной мне длины. В данном случае я свяжу шнурок 75 сантиметров. Связала я шнурочек. Теперь на кончиках завязываю узелочки. Подтягиваю на самый кончик узелок, чтобы он был не сильно у меня толстый. Вот там, где заканчивается вязание, начинаются нитки, кончики нитки, вот как раз это самый раз. Вот, все. Получается не сильно большой узелок. Обрезаю ниточки. Ниточки можно смазать клеем ПВА. Точно так же я завязываю узелочек на втором кончике. Продвигаю его на кончик, на самый-самый кончик, чтобы не был он сильно толстым, этот узелочек. Все, вот, завязала, обрезаю. Все, теперь зашнурую свои кеды, и все готово. Ну вот, и готовы мои кеды. Такие они у меня получились. Если вам понравилось вязать такие кеды, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. Я вам отвечу. На этом я буду с вами прощаться. Берегите себя, своих родных и близких. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.